Всем привет! Меня зовут Светлана. Вы на канале о вязании. В сегодняшнем видеоролике хочу вам показать, как связать шапку медвежонка. Основу я уже приготовила. Как вяжется такая основа? Подробный видеоролик есть у нас на канале. Ссылочку прикрепляю в описании к данному видеоролику. А еще в описании к видеоролику вы найдете все интересующие вас ссылочки по материалам и игрушкам, которые буду здесь показывать. Также там вы найдете мой инстаграм. Абсолютно все интересующие вас вопросы можете писать туда, поскольку комментарии теряются и не всем могу уделить внимание. А в инстаграме это будет куда проще и быстрее. Ну что, приступаем. Делаем кольцо амигуруми или же начинаем вязание с 2 воздушных петель, так как вы привыкли. Я делаю кольцо вот таким образом, подтягиваю петельку и набираю 8 столбиков без накида способом крестики. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Расправляю ниточку. В первом ряду я всегда делаю соединительный столбик, дальше я вяжу по спирали. Этот соединительный столбик мне нужен для того, чтобы я всегда знала, где у меня начало ряда. Воздушная петелька. Теперь по 2 столбика в одну петлю основания, чтобы у нас получилось во втором ряду 16 столбиков без накида. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ниточку затягиваем, чтобы у нас отверстия тут не было. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все, первая деталька у нас готова. Здесь мы соединяем ниточку, лишнее обрезаем, все это фиксируем. Вяжем точно так же вторую деталь. Вторая деталька для уха готова. Теперь смотрите, складываем 2 детальки изнаночной стороной друг к другу. На первой детальке для удобства делаем воздушную петельку. Теперь вот в это место, где у нас был соединительный столбик, в предыдущей детальке, это у нас получается последняя петелька. В нее вводим крючок вот таким образом. Захватываем рабочую нить и провязываем один ряд столбиков без накида. Вяжем мы этот ряд без прибавок. На самом деле шапка медвежонок, она самая простая из серии зверошапки для куклы. Но вот на одну основу по своему желанию и усмотрению вы можете сделать абсолютно любого зверька, какой вам только придет в голову. Не обязательно пользоваться только готовыми зверушками, которых я вам показываю или которые у нас есть на просторах интернета. Теперь 2 ниточки вот этих лучше подрезать, чтобы они были покороче. И их мы просто прячем внутрь. Это ниточки у нас наборные, которые от серединочки.
И последний столбик у нас идет. У вас может даже получиться не 16 столбиков, а 17. Теперь вяжем в обратную сторону по кругу рачий шаг. Если для вас это тяжело, можете оставить так, как есть, но мне нравится, когда вот такой вот красивый, как бы лохматый край получается. Воздушная петелька. И в обратную сторону, теперь слева направо, в каждую петельку мы вяжем те же столбики без накида. Вот когда вязала шапочки из пехорки народная, было жестковато, основа прям такая плотная была, но ниточка не расслаивалась. А вот ализешка, как видите, расслаивает, тормозит вязание, не совсем это удобно. В любом случае пряжу подбирайте под свою руку, какой вам привычнее всего работать. Ну, у меня вот это вот идет полушерсть, чтобы в 100 граммах было 220-240 метров. Тогда вы более-менее попадете в мою плотность вязания, и шапочка у вас не будет сильно отличаться от той, что я вам показываю. Последний столбик у нас. Вот если сделали тут так, то и на втором ушке так. Оставляем ниточку для пришивания, можно не особо большую. Фиксируем. Готово. 2 ушка. Теперь для работы нам понадобится наша кукла, на которую мы делаем, собственно, шапочку. В моем случае это вот такая вязаная куколка. Как вязать куклу и одежду к ней, все найдете на нашем канале. Все ссылочки будут в описании к видеоролику. Одеваем нашу шапочку. И теперь при помощи вот таких иголочек с бусинками, можно, конечно, и простые, но лучше брать даже не с маленьким шариком, а с большим, чтобы не провалилось у вас внутрь игрушки. Предварительно фиксируем наши ушки, где хотим мы их видеть. Можно сделать наряд больше с прибавками по такому же принципу вязания, и тогда у вас получится ушки уже мышки. То есть получается в один видеоролик просмотренный вы уже сможете связать не только одну шапочку по этому описанию, а 2 разные игрушки. Если у вас дикое желание есть, можете оформить глазки, мордочку, но я не хочу, чтобы шапка отвлекала все внимание на себя, поэтому я делаю шапочку такую более-менее простенькую, и вся красота у нас остается на кукле и образе на ней. Ну, вот так вот можно оставить, я думаю. Теперь главное аккуратно снять с головы, чтобы это не слетело, и просто пришить, потому что если мы будем пришивать прямо на кукле, ну, есть маленький, но шансик того, что мы пришьем прямо к голове. Очень аккуратно снимаем. Всегда, когда работаете вы с такими булавочками, старайтесь их считать, а лучше записывать, чтобы не было вероятности того, что вы потеряете в игрушке. Особенно в плюше. Там все теряется быстро. У меня был такой, что я теряла иголочку, и я о ней попросту забыла. Спустя время в Мишке дочке я нашла такой сюрпризик. Это еще повезло, что игрушка была связана не на заказ кому-то там. Представьте, вот так вот. Вы старались, вязали, а игрушка у вас оказалась с подарочком внутри, и малыш может уколоться.
лучше оставлять 2 хвостика на каждой половинке, чтобы при помощи этих 2 хвостиков с изнаночной стороны максимально плотно привязать. Стараюсь сделать 3-4 узла, не меньше. А в идеале еще бы этот узелок подклеить клеем. У меня клей только пистолетный пока остался. Все, пришиваем второе ушко. Главное, чтобы оно симметрично располагалось. Ну все, готова наша шапочка. Вот так она на куколке будет смотреться. Если есть желание, можно сделать вот сюда завязочки, чтобы просто они так висели для красоты. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы пришло уведомление, когда выйдет новое видео. Пока-пока и ровных петель при вязании.